Привет, мои дорогие подписчики, и с вами снова я, Стася Лимонова, и мой канал о полезных сладостях. На полках магазинов полно вкусов, от которых мы не хотим отказываться. В связи с чем мы решили добавить новую рубрику. Мы берем популярную и очень вредную сладость и делаем ее полезный аналог. А именно без сахара, молочных продуктов, глютена, пальмового масла и других неприятных ингредиентов, которые используются в производстве. И вот он, наш первый продукт, любимая нутелла. Подписывайся, ставь лайк и смотри за результатом. А еще лучше делай нутеллу вместе со мной. Пару интересных фактов про пасту нутелла. В 1946 году ее создал итальянец Пьетро Феррера по одной простой причине. Он создавал шоколадную пасту, но во время войны в его регионе шоколада не хватало, и он заменил его на ореховую пасту, более 70%. В этой пасте было 20% шоколада и 72% ореховой пасты. А в настоящее время состав этой пасты следующий: 50% сахара, 20% пальмового масла и 30% остаточные ингредиенты. Сюда же входит, конечно, сухое молоко, ореховая паста и прочие добавки. Мы попробуем с вами приблизиться к первоначальному рецепту нутеллы. Мы сделаем самостоятельно темный шоколад, добавим в него ореховую пасту, подсластитель, конечно, это будет не белый сахар, и немного растительного молока. Проверим, что получится. Наша задача подогреть растительное молоко, практически довести его до кипения, а уже потом в нем растопить тертое какао. Молоко уже практически закипает. Мы высыпаем сюда тертое какао. Топим какао, пока оно полностью не разойдется в молоке. Поскольку ингредиенты не совместятся до однородной консистенции, после того, как какао будет растоплено, мы перебьем эту массу погружным блендером. Мы еще видим кусочки какао в будущей пасте, но уже почти. Продолжаем топить, осталось совсем чуть-чуть, после этого будем перебивать блендером. Вот такая у нас получилась консистенция, но мне на самом деле повезло, потому что какао тертое и молоко хорошо соединились в общую массу. Все зависит от ингредиентов, от поставщика, от особенностей тертого какао. Может быть такое, что какао пойдет хлопьями в молоке, это нормально. Если вы перебьете это блендером, то масса объединится. Нашу будущую шоколадную пасту я в любом случае перебью блендером. Это на всякий случай, чтобы текстура лучше замешалась. Чтобы вы не увидели в своей кастрюльке, я вам настоятельно рекомендую не пропускать этот шаг, потому что шоколад молочный получается более шелковистый, гладкий после того, как мы его с вами взбили. Теперь наша задача добавить сюда ореховые пасты и подсластитель. Я буду использовать сироп топинамбура. Почему пасты? Я добавляю урбеч из кешью, он придает сливочный легкий вкус, напоминающий вкус молочного шоколада. Ну и, конечно же, паста из фундука, которая будет давать вот этот самый знаменитый вкус нутеллы. Урбеч из кешью, сироп топинамбура, урбеч из лесного ореха. Придется приложить немного усилий и постараться это все перемешать. Поскольку мы с вами грели молоко на огне, паста теплая. Урбеч из любых орехов будет в ней потихонечку таять. Естественно, движениями руки мы ему поможем. Но потом все еще раз перебьем для гладкости текстуры. Мы замешали все ингредиенты, насколько это возможно сделать вручную. Сейчас я все это перебью нашей ногой, блендером. Получится однородная масса, и после этого я покажу вам, какая текстура у нас получилась, и сравним ее с нутеллой из магазина. Если вдруг, пока вы взбивали всю эту массу, молоко недостаточно остыло, тогда масса получится изначально немножечко жидковатой. Это не страшно, это нормально. Нужно дать ей остыть до комнатной температуры, и тогда получится уже густая паста, такая, какой мы ее привыкли видеть. Если же вы уберете ее в холодильник, то тертое какао загустеет окончательно, и паста будет слишком твердая и непривычная для нас. Ну, в целом вы можете потом ее немножечко подтопить на водяной бане, но я бы не рекомендовала.
Я оставляю эту пасту при комнатной температуре, и она легко может храниться где-то 5-6 дней. Как и обещала, мы сравним с вами две баночки пасты. Вот она, нутелла из магазина. Текстура ее выглядит следующим образом. Текучая, шоколадная, ненатуральная. Наша паста. Она еще немножечко подстынет, станет слегка гуще, но даже уже сейчас мы видим, вот она, шоколадочка. Несколько комментариев к нашей пасте. Она не будет настолько ярко выраженная ореховая, как нутелла, по той причине, что урбеч из лесного ореха, он очень терпкий, дает горчинку, и если его добавлять в большом количестве, тогда паста будет просто невкусная. В нутелле же используются ароматизаторы, поэтому она нам кажется настолько насыщенной. В любом случае, паста пахнет орешком, она шоколадная, она имеет нужную текстуру, она очень сладкая и прекрасной будет добавкой к чаю. Что касается стоимости нашей пасты, я предполагаю, что такие вопросы точно возникнут, мы посчитали. Нутелла стоит около 900 рублей за килограмм. Если пересчитать в граммах все ингредиенты нашей пасты, получится 900, может быть 1000 рублей килограмм. По сути, цена отличается незначительно. Я надеюсь, вам понравится. Вы обязательно напишите в комментариях, получилось ли, и будьте здоровы!